Представьте себе ситуацию. Вы устроились волонтером в какой-нибудь гуманитарный центр. Приходите туда после работы, разгружаете продукты и медикаменты, оказываете помощь тем, кто нуждается. Вы уже освоились, у вас в этом центре много знакомых и даже несколько друзей, с которыми вечером можно сходить в кафе или бар. Среди них общительный коллега по имени, скажем, Дмитрий. Дмитрий – мелкий предприниматель с активной жизненной позицией. Он ответственный и инициативный, руководит одним из направлений деятельности центра. И вдруг, спустя некоторое время, выясняется, что Дмитрий на самом деле никакой не Дмитрий, а Юрий. И он вовсе не мелкий предприниматель, а разведчик. Сегодня мы расскажем о том, как двое кадровых военных Главного управления разведки Министерства обороны Беларуси в 2020 году под вымышленными именами внедрились в волонтерское и оппозиционное движение Беларуси и основали фирму на территории Европейского Союза. Журналисты БРЦ совместно с Альянсом расследователей Беларуси и при поддержке киберпартизан раскрыли их личности, изучили биографии и разобрались, как им все это удалось. Мы знаем, что вы видели многое, но такого, пожалуй, еще нет. Первое журналистское расследование о белорусских разведчиках. Меня зовут Алена Чернявская. Пристегивайтесь, мы начинаем. 11 августа 2020 года. Беларусь. Третий день протестов после выборов президента. Евросоюз грозит санкциями за насилие и фальсификации во время выборов. Мы осуждаем насилие и призываем белорусские власти отпустить всех тех, кого задержали незаконно, исключительно по политическим причинам. На улицах столицы стычки с милицией, в больницах уже более 200 пострадавших. Участников акции избивают и доставляют в отделы милиции. К 11 августа, согласно данным пресс-службы Министерства внутренних дел, было задержано около 3000 человек. Один из протоколов задержания тех дней сыграет важную роль в истории одного из наших героев. Вот краткая фабула из базы МВД, которой получили доступ киберпартизаны. В 23:10 некто Протасевич ДП ехал на мотоцикле по центру Минска. Потом без причины начал сигналить, выехал на встречную полосу, не остановился по требованию милиции и был преследован сотрудниками внутренних дел. Правонарушитель Протасевич Дмитрий Петрович – выдуманная личность. Тот, кто называет себя этим именем, на фото слева. Так он представлялся волонтером, с которыми мы пообщались. Дима Протасевич був одним з тих, хто прийшов до нас у офіс і попросив допомогу. Ось ми почали питати, що здарилося, і він одразу там показав протокол, розповів таку історію, що його спинили на мотоциклі. Мотоцикл розбили, і це були даїшники. А далі кожен день він почав, не кожен день, але так трошки нав'язуватися, приходячи в офіс і пропонувати некую свою допомогу. О том, что Лжедмитрий был активным, но навязчивым на правах анонимности, рассказал БРЦ также один из его бывших коллег. Он хотел еще больше узнать информации, чем мы занимаемся, кто является нашими партнерами, особенно за границей, с кем мы сотрудничаем, с кем мы общаемся. Меня всегда так настораживало то, что он задает много вопросов. Максим задает следом, как будто я нахожусь на приеме где-то в следственных органах. Максим, которого упоминает наш собеседник, человек, представляющийся именем Максим Кондратович. И это второй герой нашего расследования. Он не так часто бывал, но вот иногда они приходили так вместе. И, как правило, чувствовал, что Дмитрий как бы старше, а он как бы его помощник. Мы установили, что Максим Кондратович также выдуманная личность. За этим именем скрывается другой человек, примкнувший к волонтерскому движению вместе с так называемым Протасевичем. Тот, кто назвался Кондратовичем, тоже представился потерпевшим от насилия силовиков, рассказывает собеседник. Они имеют тоже справку со следственного изолятора, потому что они отсидели в следственный изолятор окрестных МВД. Максим вообще закрытая книга, который не рассказывал о себе и своей какой-то работы, деятельности. Больше, конечно, Дмитрий. Так называемый Дмитрий Протасевич был более открытый, инициативный, поэтому вскоре начал руководить молодежным направлением волонтерской работы. Мы хотели з вузов ці старших класів школ запрошати молодь, створити волонтерські отряди, каб допомагати ще більше. І ось він згодився. По словам нашего собеседника, Протасевич самостоятельно находил пострадавших, заполнял ведомости с их данными, приносил протоколы задержаний и увольнений с работы за протестную деятельность. Мы изучили одну из ведомостей на предоставленную помощь, которую заполнял Протасевич. И через киберпартизан установили, что людей с такими данными
не существует. То есть Протасевич получал помощь от организации якобы для пострадавших и предоставлял для отчетности списки и документы с фальшивыми данными людей. Интересно, доставалась ли эта помощь коллегам-разведчикам или тратилась исключительно на личные нужды? Так, Протасевич и Кондратович стали вхожи к волонтерам и протестующим. Теперь им оставалось только укреплять свои легенды и заводить новые связи. Кроме волонтерства, так называемый Протасевич распространял протестную символику, взял позывной «Тутейший» и ник «Пахнет Чабор» в Телеграм. Также участвовал в акциях протестов. Нашим агульным знайомым ён постоянно ходил на марши. Эта информация вядомая и вельмі цікавая тады была, потому что на одном з маршаў нашего агульного знайомого затрымалі. І яго затрымалі разам з ім. І ён прыйшоў на наступны дзень такі як бы напалоханы, ці не надта напалоханы, сказаў, што ён змог уцячы з бусіка. Яго завялі ў бусік, але потым ён змог уцячы. Этот эпизод нам показался важным, поэтому мы решили проверить, не зафиксировал ли кто-нибудь на видео это задержание и побег. Мы проанализировали сотни фотографий, отсмотрели все доступные медиафайлы за тот день и, наконец-то, нашли то, что искали. Итак, 1 ноября 2020 года. На улице Волгоградской в Минске правоохранители задерживают 2 человек. Слева в кадре видно, как 2 ОМОНовцев ведут к автобусу предпринимателя Дениса Готу. Впоследствии Гота получит 25 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии и неповиновении сотрудникам милиции. Дальше на видео должен быть эпизод с побегом так называемого Протасевича. Но его нет. Не потому что запись оборвалась, а потому что Протасевич ни от кого не убегал. Вот что произошло. Спецназовцы ведут его к автобусу. Далее камеру уводят в сторону, и на полминуты Протасевич исчезает из кадра. А потом появляется снова, возле тех же бусов, но уже без милиции. Он никуда не бежит, его никто не преследует, просто оборачивается, натягивает капюшон и спокойно уходит в сторону с проезжей части. По всей видимости, это был не побег. Того, кто называет себя Дмитрием Протасевичем, просто отпустили. И он вместе с тем, кто представился Максимом Кондратовичем, продолжил волонтерить в Беларуси. Протасевич примкнул к оргкомитету по созданию оппозиционной партии «Разом», создаваемой членами избирательного штаба претендентов в кандидаты в президента Виктора Бабарика, и участвовал в собраниях до 2022 года. Он был одним из волонтеров оргкомитета партии «Разом». То есть там, когда проводились онлайн-звонки еще в 2021 и 2022 годах, деталь, которая мне запомнилась, мы еще так смеивали, что у него на фоне висело довольно много икон. То есть он выходил из дома, он говорил, и на стене было довольно много православных икон. Координатор оргкомитета «Разом» Иван Кравцов подтвердил участие Протасевича в их проектах. Что касается Дмитрия Протасевича, знаем о нем только формальную информацию, которую он, как и все остальные 5000 человек, предоставил нам для регистрации в качестве члена оргкомитета по созданию партии «Разом» весной 2021 года. Также он присутствовал на одной из встреч наших сторонников в Варшаве в 2021 году и участвовал в одном из наших образовательных онлайн-проектов в 2022 году. Никакого доступа к внутренней информации нашей организации Дмитрий Протасевич не имел. Работы по нашему поручению не проводил. Актуальное местонахождение нам неизвестно. Дмитрий Протасевич и Максим Кондратович заводили дружбу и в Фейсбуке. Оба в списке друзей Ивана Кравцова и многих представителей демократических сил. Они дружат в Фейсбуке, например, с сестрой Марией Колесниковой Татьяной Хомич и политическим активистом Антоном Родненковым. Хомич нам ответила, что не помнит Протасевича, а Родненков не стал комментировать дополнительно, сославшись на официальный ответ от «Разом». Если анализировать телеграм-аккаунт Протасевича, он состоял как в белорусских группах, так и интересовался Грузией и Польшей. И вскоре деятельность Дмитрия Протасевича и Максима Кондратовича расширилась за границы Беларуси. Они, согласно официальному реестру, являются учредителями компании в Польше. Но мы не зря постоянно напоминаем, что Протасевич и Кондратович – выдуманные личности. И пришло время назвать их реальные имена. На фото слева Юрий Олегович Кизюк. На фото справа волонтер Дмитрий Петрович Протасевич. И это один и тот же человек. Юрий Кизюк, старший лейтенант милиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями Новогрудского РУВД, превращался в Дмитрия Протасевича постепенно. Мы предполагаем, первым шагом стало вот это обращение милиционера в Комитет государственной безопасности, которое мы получили благодаря киберпартизанам.
Кизюк искал себе новое место службы. Имеются ли вакансии в КГБ РБ, порядок трудоустройства для действующего сотрудника МВД? В настоящий момент занимаю должность оперуполномоченного ГБЭП Новогрудского РОВД. Стаж работы в указанной должности 1 год. Образование – Академия МВД РБ. Что ответили Юрию Кизюку, неизвестно. Но уже в 2016 году в его личном деле появляется запись «Откомандирован в Минск» в ОБЭП советского РУВД. А спустя 3 года Кизюк выбывает из МВД и переводится в Министерство обороны. Новым местом службы капитана становится войсковая часть 45523 в Минске. А это разведка. Согласно расследованию Белпола, в этой войсковой части, у которой есть еще одно обозначение 64170, расположен Центр управления внешней разведки. Там организуется, координируется и осуществляется всестороннее обеспечение всех разведцентров и аппарата военных атташе. С 2018 года в этой части, согласно данным Киберпартизан, уже служил Михаил Владиславович Паведко. И это настоящее имя второго нашего героя, волонтера Максима Кондратовича. Нам даже удалось найти фото Паведко в погонах на страницах белорусской военной газеты за 30 ноября 2016 года. Вот он, дознаватель отдела дознания и розыска, ведет разговор на чистоту. Михаил Паведко – ровесник Юрия Кизюка. Они в одно время учились в Академии МВД, но в милиции Паведко не работал. С 2015 по 2018 год, перед тем, как попасть в разведку, трудился в военной комендатуре. Когда начались протесты в Беларуси, Паведко и Кизюк служили в войсковой части 45523. Об этом свидетельствуют данные Киберпартизан. Согласно им же, и у Юрия Кизюка, и у Михаила Паведко по состоянию на 2020 год было по несколько паспортов на разные имена. Смотрите. Вот данные из настоящего паспорта Кизюка Юрия Олеговича 91 года рождения. Это данные его жены Кизюк ТП. А это фото того же Юрия Кизюка, но паспорт выдан Назаренко Георгию Олеговичу 90 года рождения, родом из Хабаровска. Такого человека не существует. Третья личность. Паспорт на имя Протасевича Дмитрия Петровича, родившегося 13 ноября 1989 года. Сведения о жене нет, родители вымышленные. И, наконец, данные из паспорта Протасевича Дмитрия Петровича, рожденного 18 октября 1989 года. Это выдуманная личность того самого Протасевича, который стал волонтером. Жена Татьяна Петросовна Протасевич с тем же днем и месяцем рождения, что и у настоящей жены Кизюка. А теперь о личностях нашего второго героя. Вот данные о настоящем паспорте Паведко Михаила Владиславовича, родившегося в 91 году в Жмуровке Речицкого района. Есть на данный момент уже бывшая жена и несовершеннолетний сын. Он вместе с отцом прописан в Минске на улице Основателей в доме номер 13. В этом доме располагается арендное жилье для военнослужащих. Вторая личность – Евстратенко Михаил Владимирович. Дата рождения другая, но год тот же. Место рождения – Гомельская область. Сведений о жене и детях нет. Третья личность – это наш волонтер Кондратович Максим Владимирович. В базе Киберпартизан указано, что он уроженец Москвы, но, конечно же, такого человека в российских базах нет. Жена Екатерина Викторовна Кондратович Гапоненко. Сыну поменяли фамилию, отчество, имя и дату рождения оставили теми же. Евстратенко и Кондратович – личности, которые существуют только в легендированных документах. Адвокат Олесь Михалевич говорит, что гражданин Беларуси ни при каких иных обстоятельствах не может иметь несколько паспортов на разные имена, если он не сотрудник каких-то спецслужб. Безумоўна, некалькі пашпартоў на розныя прозвішчы грамадзянін Беларусі не зможа зрабіць, хіба што ён з'яўляецца агентам і супрацоўнікам спецыяльных службаў. По рассказам тех, кто общался с Кизюком и Паведко, начиная с 2020 года, те быстро обзаводились нужными контактами, знакомились с новыми людьми по рекомендации тех, с кем выстроили доверительные отношения. А после 2021 года, когда многие белорусские организации релоцировались в Европу, Протасевич, то есть Кизюк, и Кондратович, то есть Паведко, активизировались и на территории ЕС. Осенью 2022 года на странице Димы Протасевича появляются фотографии из Лодзи, Вроцлава, Кракова и Вильнюса. Примерно
Примерно в том же году Паветка Кондратович начал посещать курсы польского языка в Варшаве. Об этом на правах анонимности нам рассказал белорус, который был с ним в одной группе. По его словам, Паветка рассказывал о том, что он занимается бизнесом и собирается открывать в Варшаве офис. Гоняют из Германии, все через Литву делают, потому что там у них получается дешевле через границу перевозить, там растаможка там какая-то. А еще не сказали, что они вот эти самые члены партии «Разом», то есть бабурыкане. По словам нашего источника, Паветка и Кизюк говорили, что планируют продавать в Европе каркасные дома. Согласно данным польского реестра юрлиц, в декабре 2022 года Михаил Паветка, используя выдуманную личность Максима Кондратовича, стал одним из учредителей польской компании ARK Max Group. Основной профиль деятельности – оптовая торговля. В августе 2023 года в состав компании вошел и Юрий Кизюк, используя паспорт своей альтер-личности Дмитрия Протасевича. Партнерами в этом бизнесе Лже-Дмитрия и Лже-Максима стали украинец Максим Воронов и белорус Александр Карпович. Мы обратились за комментарием к Карповичу с просьбой рассказать, при каких обстоятельствах он познакомился с так называемыми Протасевичем и Кондратовичем и почему решил открыть совместный бизнес. Они хотели в Польше зарегистрировать фирму, открыть офис. Я им просто порекомендовал, посоветовал, как проще, лучше сделать. Началась война в Украине, и мы очень долго не общались. Где-то примерно до августа, я так подозреваю, 2022 года. Чем они занимались в это время, я понятия не имею. Но потом они вышли на связь и попросили помочь с регистрацией фирмы. Карпович говорит, что не собирался вести с ними бизнес. Он стал соучредителем, чтобы быстрее зарегистрировать компанию, открыть счета, разобраться с документами. Они мне дали удиалы в этой фирме с учетом того, что я им все зарегистрирую, сделаю документы, подпишу все, что им там надо, и отдам им удиалы. И они обещали мне заплатить что-нибудь. Удиалы, о которых говорит Карпович, это доли в компании. Согласно отчетам, компания ARK Max Group и правда не ведет никакой деятельности. И, по нашему мнению, была создана для налаживания новых контактов и укрепления легенд разведчиков. А подобная деятельность от имени вымышленных личностей на территории Польши является уголовно наказуемым преступлением. Нават калі гэтыя дакументы выдадзены абсалютна легальна ў Рэспубліцы Беларусь, такой асобы няма. І ў дадзеным выпадку адзнакі крымінальнага злачынства ёсць адразу. І гэты чалавек, это чалавека, я думаю, што можна прыцягваць да адказнасці з самага пачатку за падробку дакументаў. А ў выпадку мінімальных доказаў можна прыцягваць і за шпіянаж. По словам Михалевича, в большинстве уголовных кодексов стран ЕС предусмотрены статьи за шпионаж, даже если действия не были направлены против страны. А это значит... Калі чалавек з'яўляўся агентам замежнай разведкі, і ён пра гэта не паведаміў мясцовай разведцы, той краіны, контрразведцы, якая працуе, у якой краіне ён знаходзіўся, ну то гэта само па сабе з'яўляецца злачынствам, і за гэта можна атрымаць гадоў 5. А калі былі дзеянні супраць бяспекі, кіраваныя супраць бяспекі краіны, дзе знаходзіўся гэты чалавек, например, у выпадку Польши можно отрымать и до пожиттєвого зняволення. Где сейчас находятся разведчики, нам неизвестно. Бухгалтер польской компании ARK Max Group говорит, что Дмитрий и Максим не выходили с ним на связь уже несколько месяцев. Ну да, они там, честно говоря, пропали. Дмитрий и Максим, не знаю, что там случилось. Один телеграм там вообще удален, а другой не отвечает. Итак, подытожим. В нашем расследовании мы показали, как двум белорусским разведчикам удалось благодаря наличию нескольких паспортов и протоколов задержаний внедриться в волонтерское и демократическое движение Беларуси, а потом открыть фирму в Польше с участием несуществующих людей. Их действия были направлены на намеренный профессиональный обман и отработку легенды. Друзья в Фейсбуке, создание юрлиц – все для того, чтобы создавать видимость реальности несуществующих бизнесменов-патриотов. Примечательно, что практически все, кто имел с ними дело и с кем мы пообщались, в основном о них отзываются хорошо. Какую информацию они смогли за это время собрать и передать белорусским властям, нам неизвестно. Но 4 года их работы под легендой закончились сегодня, после выхода этого расследования. Мы позвонили обоим разведчикам, но на наш звонок никто не ответил. Также мы обратились с вопросом о возможных попытках контакта Протасевича и Кондратовича с сотрудниками Народного антикризисного управления и офиса Светланы Тихановской. Из НАУ ответили: у нас есть сведения по этому делу, но мы считаем важным отметить, что этим делом, как нам известно, уже занимаются специальные службы Польши, и придание публичности информации по этому делу на данный момент может навредить работе польских правоохранительных органов. Мы посчитали, что в конце этой истории должен быть и практический аспект.
Как распознать шпионов? Как руководителю организации или компании обезопаситься от их внедрения? Об этом мы спросили бывшего руководителя Управления криминальной разведки МВД Украины. Для того, чтобы правильно знать и задавать вопросы, или надо быть разведчиком, который учился десятки лет, но для вас самый подходящий способ – это надо быть просто умным, образованным, критично мыслящим человеком. Ничего страшного не будет, когда вы всем задаете одни и те же вопросы, все заполняют условно анкету, и вы всегда с этой условно анкетой, условно с его автобиографией, всегда можете сверять, что здесь что-то не так, когда у вас хоть малейшее подозрение возникнет. Запомните, как только он начинает уходить от основной легенды. Что такое легенда? Это разработанная, совершенно секретная, условно, бумага или на компьютерных носителях, в которой написано до деталей, где ты родился, кто твои родители, где ты проживал. Но там должен быть пробел. А время обучения, а время нахождения на службе. И вот тут, если он рассказывает все откровенно и упускает какую-то часть своей истории, призадумайтесь. В то же время главный советник Светланы Тихановской Франок Вячорка обращает внимание на то, что важно не только соблюдать информационную гигиену и проверять информацию о подозрительных людях, но и не преувеличивать возможности спецслужб. Можно увести базовые правила у каждой организации, правила информационной гигиены, проверки людей. Можно проверить бэкграунд человека, его социальные сетки, попросить рекомендацию тех, кто его ведает. Але з іншого боку, так само нельга упадать у параною, потому что менавіта і ў гэтым задача спецслужбаў і рэжыму пасеяць недавер паміж людзьмі, раскалоць адзінства. Не трэба пераацэньваць здольнасці спецслужбаў і абвінавачваць кожнага у супрацы на КГБ. На сегодня у нас все. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, если это безопасно для вас. И большое спасибо нашим патронам, которые помогают нам в подготовке расследований. С вами была Алена Чернявская. До встречи.